Фамилия, имя, это получается история болезни. Вот, где нет крыши, это бывший кинотеатр. Эти резервуары, они, получается, закачивались илом. Всем привет! Вы на канале Пойди и Проверь, меня зовут Антон. Сегодня мы отправились на легендарный объект. Это известная на всю Россию, наверное, весь СССР, грязелечебница, санаторий Садгород. Сюда приезжали лечиться люди со всего СССР. Вот. Она заброшена уже с 2001 года. Последние здесь люди в санатории отдыхали в 2001 году. Ну, то есть заброшена уже достаточно давно. Вот, все разграблено. Когда-то была здесь охрана. Вот сейчас мы находимся возле корпуса охраны, где здесь, ну, когда уже она закрылась, одно здание было законсервировано. В этом здании, получается, сидела охрана и охраняла один корпус, который был, вот он рядом с ним. Получается, он был законсервированный. Потом эту охрану сняли, сейчас все разграбили. Ни окон, ни дверей. Вот. Ну, пойдем посмотрим, что здесь. Покажем вам. Приятного просмотра. Поехали! Ну а прежде чем мы отправимся по корпусам грязелечебницы, хотелось бы рассказать историю этого объекта. Курорт был основан в октябре 1922 года. Грязь добывалась с дна Амурского залива вручную черпаками. Затем доставлялась в примитивную грязелечебницу, где использовались старые железнодорожные вагоны. Подогревалась грязь в котле от паровоза. Одна грязевая процедура стоила от 3 до 5 рублей золотом, и поэтому лечилась грязью только состоятельная часть населения. После освобождения Владивостока от интервентов в 1922 году грязелечебница была передана Обществу Красного Креста. В 1923 году грязь начали подогревать паром, и это дало возможность увеличить пропускную способность грязелечебницы с 70 до 100 человек в день. Сразу же в 1922 началось строительство корпусов, и в 1926 году грязелечебницу начали эксплуатировать. Начиная с 1933 года курорт перешел на круглогодичную работу и в 1934 уже принимал 2200 больных. В 1971 году начали применять новый метод получения грязи. В 1979 сдалось здание лечебно-диагностического корпуса. Там располагались рентген-кабинеты, клинические и биохимические лаборатории, четырехкамерные скипидарные ванны подводного вытяжного душа-массажа. В 1980 году сдано в эксплуатацию современное здание спинального корпуса на 500 мест с одной- и двухместными палатами и горячей водой. В том же году строители сдали здание Дворца культуры, а в 1081 году прачечную и второй комфортабельный корпус на 500 мест. Масштабы развития курорта видны в цифрах. В 1923 году на курорте лечилось 315 человек, а уже в 1981 году 16 тысяч. Руководство санатория планировало построить ряд пансионатов, еще больше благоустроить территорию, возвести современные аэросолярии и реконструировать в одну грязелечебницу, но эти планы так и остались планами. Что это за здание, непонятно, на мапе не указано, просто написано, что здесь сидела охрана. Вот лифтовая. Да? Да, здесь были лифты. Сохранились, вон, смотри. Сохранились даже сетки от шахт лифтовых. Странно. Кабинет газотерапии. Чем тут газетами оформлено?
Причем, смотри, трубы, это пол, это уже современно. Хотя здание это построено в СССР. Вот ванна. Полный. Сюда люди ложились, в эти ванны. Вот здесь это комната зашли, здесь интересно. Какие-то фотки на стенах. Что это? Фиг знает. Чем здесь народ занимается? Какие-то как будто душевно больные люди. Какие-то уроды или кто это, непонятно, короче. Не будем запариваться. Вот такие стены, я так понимаю, вот из камней выложены. Это во всех корпусах, ну типа в холлах были такие. Наверх подъем, видишь? Все, этих пролетов нету, вон все ступеньки валяются просто вон внизу. Санузел. Здесь была охрана, но было покинуто самое последнее. Блядь, ну тут уже просто все раздолбано. Вот получается, это вход в корпус. Восьмиэтажный. Гранитная плитка, да? Вот, вход на второй этаж. Пойдем прогуляемся здесь по первому, посмотрим здесь. А потом посмотрим. Вот здесь чисто крип. Вот подвал. Смотри, здесь везде вот все обгоревшее. Здесь были пожары. Мебель. Брошенная мебель, здесь даже какие-то что-то ЭКГ. Вот наша фамилия, имя, это получается история болезни. Также пролета нет, просто снег тает, все. Пойдем туда, потом поднимемся на второй этаж. Пойдем туда дальше. Получается, нет. Нам нет смысла сюда идти. Почему? Потому что это переход. Здесь было все застеклено. И это был переход между корпусами. То есть, я так понимаю, здесь был главный холл. Вот видишь, вход. Вон он. Вот. Здесь заходили. И вот между корпусами ты мог в тот корпус пойти, либо в тот корпус. По палатам. Поэтому пойдем в первый корпус, зайдем. Это, получается, был законсервирован. Вот. Пойдем. Поднимемся по этажам, посмотрим. Так просто пробежимся по-быстренькому. Там, в принципе, все однотипное, смотри, особо так нечего. Вот. Ну, может быть, что-нибудь будет интересно. Да, вот он вход на второй этаж. Тут духовая. Здесь, получается, на все 8 этажей можно было подняться, да, смотри, какая высота. То есть на все 8 этажей можно было подняться по лифту. Странно здесь ходит. Ну, смотри на стены. Типа мозаика из зеркала. Здесь такой же типовой. Все везде типовой. Смысла нет. Ну, пойдем дальше. Тут, получается, балкон будет, да? Да. Балкончик, видишь? Вон средний корпус, вот переход в него были внизу. И вот, получается, средний корпус.
Хотел бы туда упасть. Не сегодня. Просто 8 этажей. О, здесь другой, смотри. Здесь такой типовой. Да? О, смотри, здесь еще есть этаж. Как туда подняться? Линолеум попал, да? Смотри. Сохранился линолеум, да? А ну. Холл. Клумбами. Это вид открывается. Офигенный. Тоже 8 этажей. Ну, пролет все русскими. Здесь такой же. Вот, где нет крыши. Это бывший кинотеатр с разваленной крышей. Туда попозже сходим. Вот. Ну что, идем в соседний корпус? Ну, получается, мы побывали в первом корпусе. Сейчас перейдем, поднялись до 8 этажа. Смотреть там нечего. Все везде развалено, разбито. Все везде однотипно. Вот. Перейдем в тот, этот корпус, получается, он был... Если этот был законсервирован и охранялся, то этот никак не охранялся, и он был открытый больше, чем этот. Но я так предполагаю, что в том там вообще ничего нет. Там уже вообще все вынесли. Если здесь, вон еще смотри, вон, видишь, на этих, вон есть деревянные, там, ну, даже стекла, видишь, местами где-то сохранились. То на тот сними, там вообще, вон, смотри, ни стекол, даже деревяшек нету. То есть, я так понимаю, там просто один бетон. Что-то здесь прикол в том, что мы упираемся в стену заделанную. Классно, да? Переход. Можно дерево залепить. Смотри. В чем прикол? Зачем его заделали? Здесь была лестница и переход. Может быть, в тот момент, когда консервировали здание, и здесь заделали. Вот здесь, в смысле, по идее, должно быть точно так же. Пойдем. Мы не городу или полазим. Ну да, так и было здесь. Если там еще были деревянные такие перекрытия, как бы, ну, на стенах, видел, такие проходы были, то здесь уже просто, ну, ничего нет. Был бетон. Пойдем туда, придем, посмотрим, что здесь. Смысла нет лазить, дядя. Ну, они идентичны. Они просто как два брата-близнеца. Пойдем чуть-чуть пройдем, посмотрим, может просто по несколько идем. Здесь, я понимаю, вот санузел. Вот видишь дырки? Вот внизу. Вот внизу, вот он дырка. Здесь там была, ну, я так понимаю, канализационные сливы чугунные. Все просто повырезали, все пораздолбили, металлисты все отсюда вытащили, все, что можно было. Пацаны, вот. Получается, тоже это как холл. Или клумба. Ну, скорее всего, это клумба была, да, с цветами. По-любому фотки где-то есть, сохранившиеся, как здесь было раньше. 24. Ну что, идем в кинотеатр? Идем на кинотеатр, потом ближе к заливу корпуса пройдем и сходим на пирс, посмотрим.
стоит ли там еще баржа. Там баржа была, на которой сюда привозили ил. Вот, и все. Ну, здание кинотеатра с рухнувшей крышей. Пойдем посмотрим. Печально, крыша рухнула. Ничего не осталось. Здесь можно было подняться на второй этаж. Сейчас это сделать нельзя. Здание довольно-таки большое, да? Но по современным меркам для кинотеатра здание большое. Довольно большой зал был. Второй этаж не поднимешься. Пролеты везде разрушены. Ну что, все, здесь делать нечего. На территории белки. Здесь очень живописно. Чистый воздух, елочки. И вот белочка кушает орешки. Не боится даже совсем. А, она по кормушкам, видишь, бегает и смотрит, что можно покушать. Вот сейчас она на эту должна близко подойти, да, вот, посмотреть, что в этой кормушке. Не бойся, не бойся. Ну не ручные, да? Каких-то изданий здесь стояли ванны. Прям дофига ванн. Не знаю. Классный зал, потом освещен. Пойдем, пройдем в соседний корпус, куда мы не попали. Вы понимаете, какие-то процедурные, да, были в кабинете? То есть здесь эти были ванны, здесь проходили процедуры, потому что корпуса те были жилые, там просто люди жили. Если так как понял. Ресепшн какой-нибудь. Ресепшн, да. Вот такой же он зал. Пойдем, с него как раз сюда выйдем. Вот ванна, да, это зал с ваннами. И причем они не чугунные, смотри, они керамические. Керамические ванны. Здесь как бассейн, да, был такой. Здесь ступеньки. Можно было туда пройти вниз. Это бассейн.
Пойдем в здание, где написано опасно. Для жизни. Тут, конечно, прикольно. Бассейн, видишь? Бассейн. Иди подсними проход. Лютый проход. В одно из зданий нету подъема наверх. Ну, через дырку получается. Я пролез сюда. Оператор остался. И вот здесь вот попали вот в такие темы. Вот. Какие-то резервуары. Это второй этаж. Куда мы так и не смогли подняться. Пробки. Что это такое? Какая-то бочка. И вон еще одна. Для чего они, неизвестно. Такое чувство, что это грязи. Да, походу это резервуары. Точно. Это резервуары с грязью. Это вот ил. Вот он и есть. Наполненный просто ил. Их наполняли. Вот здесь получается трубы. Вот они трубы. Видать, где-то подключалось. И просто эти резервуары, они, получается, закачивались илом. Раз, два, три, 4. 8 резервуаров закачивалось илом. Вот, потому что на дне видно, что есть ил. Ну, по крайней мере, вот это вообще наполовину заполнено илом. Вот, там крайняя тоже. Вот. Ну, прикольно. Ну вот, пирс. Сейчас пойдем посмотрим пирс. Но, по-моему, там уже от пирса ничего не осталось. Вот кусок молока. Сейчас на метров 30 в глубину идем. Руины. Здесь когда-то стояла баржа по фоткам. Понятно. Ну вот получается последнее здание, мы уже в них не попадем, потому что пацаны играют в страйкбол. Ну так чуть-чуть пройдемся. Ничего такого интересного нету, все разбито, все разбомблено. Что это за здание? Это, наверное, столовая, да, и была? Здание столовой. Да? Это получается сколько? 3 этажа, да, у них? Здесь нет, здесь в этом. А, да, да. Все, уходим. Страйкболисты нас попросили покинуть помещение, дабы не получить пулю в лоб. Мы не сопротивлялись. Ну вот, получается, мы вам показали грязелечебницу. Побывали в 2 8-этажных корпусах. Побывали в месте, где хранился ил. Побывали в месте, где стоят эти ванны и, ну, были основные процедуры. В столовой немного поснимали, так как там играют пацаны-страйкболисты. Все в упадке, все разрушено. Были еще в кинотеатре, в котором упала крыша. Вот, в принципе, больше показывать здесь нечего. Если вам понравился данный ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами были «Пойди и проверь». До новых встреч, пока!